Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня у нас с вами вот такой мотив. Я увидела просто схему, самого изделия нет. Постараюсь найти ряд примеров, что мы можем сделать с круглых мотивов. Поставлю в первых видеокадрах. Примеров достаточно много, но почему-то мне как-то не попалось пока в глаза. И помните, мы с вами вязали вот такой большой мотив. Вот он большой, а вот он уже у меня подраспущенный. Смотрите, как будет прекрасно смотреться, если будет в сочетании два этих узора в каком-то изделии. Сейчас мы этот мотив с вами свяжем и соединимся. По схеме мы видим, что идет соединение через вот эти пико. Вот здесь один будет мотив, второй, третий, вот он, четвертый, пятый и шестой. Маленьких мотивов нету, просто они между собой соединяются таким образом. По поводу половинок, как я уже говорила, в зависимости от того, что вы вяжете, какой у вас фасон и выкройка, вы выкладываете свои половинки и смотрите, как вы можете связать, но поворотным вязанием, не по кругу. Это несложно. Немножко проявить смекалки и усидчивости. Да? Вот нам надо вот такую часть. Значит, мы вот до этого момента с вами будем вязать по кругу. А вот эту часть уже дальше будем вязать поворотным вязанием. Поэтому сейчас, кому интересно, мы с вами разберем. Сам по себе, видите, вот этот мотив очень смотрится симпатично, несмотря на всю простоту схемы. Для начала мы с вами должны набрать в 9 воздушных петель, замкнуть их в колечко и связать столбики с одним накидом через одну воздушную. Поэтому я вяжу 3 петельки, это будет первый столбик, 1 петелька расстояния между столбиками в кольцо и столбик с одним накидом. Петля, накид и столбик. Таких у нас столбиков, как я сказала, должно быть 18. Итак, мы с вами получили 18 столбиков. Я захожу в третью петельку подъема, вяжу соединительную петлю. Вот так. И соединительной петелькой перехожу под арку. И с этой точки 3 воздушных первый столбик и под эту же арочку второй столбик. Затем накид, переходим во вторую арку из одной воздушной. В нее мы тоже вяжем по 2 столбика с одним накидом. Таким образом мы с вами увеличиваем количество столбиков в 2 раза. Обошли мы с вами по кругу и теперь соединяемся с третьей петелькой подъема первого столбика. Вот так. Далее 1, 2, 3. Накид. Это у нас был первый столбик. Мы заходим во второй столбик. Вяжем недовязанный. Заходим в третий недовязанный. И теперь их соединяем в один пучок. 1, 2, 3, 4. Накид. Вот у нас было задействовано 3 столбика. Теперь мы задействуем следующие 3 столбика. Точно так же вяжем в каждую вершинку по одному недовязанному столбику с одним накидом. И соединяем их в одну вершинку. 4 воздушных и идем по кругу. Обошли этот ряд. Последние 6 воздушных я захожу в вершинку столбика и вяжу соединительную. Теперь у нас идет ряд арочками по 6 воздушных. Я сделаю петельку подъема
и еще 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вершину столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вершину столбик без накида. И так идем по кругу. Хочу сказать, что если вот у вас собирается, как у меня, сделайте колечко чуть меньше, допустим, на 6 или 7. Итак, последние 6 воздушных. Вот здесь мы с вами делали петельку подъема. Мы заходим в нее, и я делаю соединительную петельку. Теперь соединительной петлей мы можем перейти под арку и начинаем вязать. Первые 3 воздушных, это будет первый столбик, затем второй, третий. Все арки будут обвязываться одинаково. 4 столбика я получила. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаюсь. То есть мы с вами получаем пико из 5 воздушных. Теперь накид. И под эту же арку еще 3 столбика. Первый, второй и третий. Без всяких воздушных накид переходим в следующую арку и все повторяем. То есть мы обвязываем с вами наши арки по 6 воздушных, все одинаково. Итак, мы с вами обошли этот ряд. Вот этот промежуточный вариант, в принципе, тоже можно использовать. Последний столбик мы соединяем с первым соединительной петелькой. И с этой точки 3 воздушных петли. Это будет столбик и еще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. Я иду между вот этими столбиками. Вяжу столбик с одним накидом. Далее опять 10 воздушных, столбик с одним накидом. И так идем по кругу. Получаем вот такие арки. Обошли мы с вами все по кругу. Последние 10 воздушных. 1, 2, 3. И соединились. Вот так. Теперь я могу соединительной петелькой зайти под арочку. Или в самую первую петельку зайду под арку. И с этой точки мы начинаем. 1, 2, 3. Первый столбик. А вот он второй. Третий. И четвертый. Над четвертым столбиком 1, 2, 3. Я сразу буду показывать соединение. Мы соединяемся с одной из арок. 4, 5. Вернулись. Опять 4 воздушных. 4 столбика. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ищем третью петельку. 4, 5. Накид. Вернулись. Сделали пико. Без накида. Тут я немножко погорячилась. Накид. И теперь 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И следующую арку мы вяжем точно так же и соединяем вот с этими двумя. Движемся по кругу. Больше у нас с вами значит, каждой, как я сказала, каждые 2 арки и 4 пико соединяются с одним из мотивов. Следующий мотив. И так по кругу. Итак, я уже вот соединила, прошла все по кругу. Смотрите, какая у нас получается красота. Я думаю, вы сможете определиться, что связать из этого мотива. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!